Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков. Да, Мир танков. Вот, от Леста Геймс. У нас сегодня на обзоре КВ-1 экранированный, советский тяжелый танк, прем-танк 5-го левела. И сегодня у нас полноценный гайд и обзор этой машины. Можно ли на нем фармить, насколько он комфортный, и можно ли в целом получать удовольствие от игры в нашей любимой игре. И, конечно же, мы начнем с бронирования КВ-1 экранированный. Идем глядеть. Итак, коллижен модель нашей тачки, так сказать. Давайте разбираться. Начнем, конечно же, с НЛД. НЛД у нас 75 мм в приведенке. Снизу у нас там полосочка, планка с большим углом 156, чуть выше 101, чуть выше 85, в самом верху 84. То есть в нижнюю часть НЛД ему лучше не стрелять, только в эту. Центральная часть, переход с НЛД на ВЛД у нас 112 мм. ВЛД 50 мм, но имеет хороший угол наклона. И в приведенке у нас 99, 102. Что НЛД, что ВЛД на самом деле держит удар против там, можно еще рамбануть, там прибавится, да, рикошет. Против обычных снарядов, не голдовых. Вот, дальше. Основная рубка у нас 75 миллиметров. В приведенке 84 пулеметное, вот здесь гнездо тоже 84. Дальше вот синим, вот, кстати, здесь хорошо показано, где у КВ-1 экранированный, есть как раз дополнительная защита в виде бронелистов, экраны, да, вот на башне, по краям и чуть-чуть щеки закрывает, да, плюс вот здесь. И что нам это дает? А нам это дает дополнительных 30 мм бронирования. В этих частях у нас уже 115, извините, 116, уже неплохо. Сама башня, маска орудия дырявая, вот под стволом 75, по краям ствола, вот здесь 75, здесь вот почему-то 165, 97, 114, внизу 250 не пробить. Но вот под стволом достаточно большой пятак, куда ему можно закидывать. Здесь у нас 92, 131, вот в этой части, да. С краю 136, сама основная бронеплита передняя 76, вверху 77, вот, внизу вот часть кругляк под башней 75. Есть много уязвимых зон, вот это, вот это, вот это, сами углы тоже, да, вокруг. Здесь, конечно, побольше. И за экранами у нас 106. Что уже все равно неплохо, особенно против кумулятивных снарядов. У нас еще экраны здесь стоят, кстати, да, 75 мм. Может ли он танковать? Да, может. Но в катке есть, по-моему, щель вот здесь, вот ближе. Вот она. Надо целиться чуть ниже центра катка, ближе к гусенице. Но она настолько маленькая. Вот она. Нижняя часть катка, короче. Но в целом все равно танкует он исправно. Самая большая часть здесь не бьется. Вот еще щели попадаются. Да. В принципе, броня, грубо говоря, не намного лучше, чем у обычного КВ-1. С броней разобрались. Есть уязвимые зоны. Давайте смотреть, что у нас по орудию предлагается. По орудию у нас 76 мм пушка, альфа 110. Бронепробитие на основном 120, на голдовом 150. Это круто, что на основном, что на голдовом. Заряжается невероятно быстро, 4 секунды, ДПМ 1650. Точность 0.45, но как по мне кажется, это пушка в цифрах 0.45. Но точность пушки лучше, чем вот эта аббревиатура в цифрах. Сводится комфортные 2,5 секунды. По пушке здесь реально вопросов нет. Больше у нас боевого опыта, больше у нас серебра, больше, вернее не больше, а пересадка экипажа на этот танк с других тяжелых советских танков без штрафов. Если вы хотите прокачать вдруг экипаж на советских тяжелых танках. По оборудованию я считаю, что тут вот единственная правильная сборка — это закалка, тяжелый танк, да. Меньше каток будут сбивать, прибавит вам чуть-чуть хп. Турбина, но даже на турбине этот говнюк не едет вообще от слова совсем. КВ-1
меня обгоняют, как это не смешно. Ну, тоже, наверное, на турбинах, но обгоняют. Подвижность у КВ-1 экранирования хуже, чем у обычного КВ-1. И досел, конечно же, надо ставить. По снарядам у нас что основной снаряд, что голда, это подкалиберные снаряды. Бронепробитие 120 на основном, 150 на голде, 950 метров в секунду летят что тот, что этот. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматически желательно огнетушитель. У нас 5 членов экипажа, есть радист. Вот. Перки вы сейчас перед собой наблюдаете в табличке. По УВН у нас все очень плохо. У нас минус 5. У КВ-1 на топовой пушке минус 7. А у нас минус 5. Вот так вот. По ХП. По ХП с закалкой у нас 1030, это хорошо, но опять же из-за этого он очень медленный. По мобильности 34 вперед, 12 назад, почти 11 лошадей на тонну, но он эти 34 практически даже никак не набирает. А если и набирает, то очень медленно. По обзору 319 метров мы слепые. По плюсам-минусам машины. Минус самый жирный, медленная. По броне, в принципе, плюс. Броня все равно есть. Удар танк зачастую держит. От средних, понятно, от ЛТ, да и от противников тяжей тоже. Он достаточно крепкий все равно. Вот, по пушке сплошные плюсы. Реально, быстрый КД, хорошее пробитие на основном типе снаряда на голдовом. Вот, но вот отсутствие УН вам очень часто будет единственное, что мешать. Поехали уже в бой, давайте посмотрим, как КВ-1 играется в современном рендере. Вперед! Так, попали на рудники, попали к 7, да, 5 левелам, 6. У нас обзор боя КВ-1 экранированный, советский тяжелый прем-танк 5 левела, а попали мы к 7 и к 6. Это плохо. Но в любом случае, 2 арты круто. 2 арты это вообще круто. Ладно, сейчас будем что-нибудь настреливать. Пытаться. Да, сетап для нас просто наихудший. Если они займут гору, это вообще будет полная беда. А они займут гору. Да, гора. Все, не наша. У нас ЛТшки все ушли направо. На воду. Конечно, хорошо, если они воду продавят, они будут стоять. А они будут стоять, походу. Вот, все, леопард заскочил у них. И еще и Т-34 заехала. Вообще огонь. Да. Одна надежда, что наши проедут по воде. Там Шкода стоит. Надо перепушивать гору. Ну все, артовод просто сейчас он достанет. Артовод просто достанет. Все. Все, засейвились от арты. Уже хорошо. Но арта, посмотрите, что со мной сделала.
2/3 хп сняла. Да ё-моё, как вы так стреляете-то? Я уже должен был осветиться. Арта просто с ума сходит. Да. Все, сейчас арта начнет лютовать. О. Все, нормалды. Все, отлично. Насветили, косарь, короче, настреляли. Гору отжали. А я уже думал, совсем все плохо будет. Ну да ладно. Победа. Да. Все, убили. Ребят, победа. Невероятные 1100 дали суммы. Ну, позор, конечно. И, ребят, бой против 6-7 левелов. И я гору отжал. Великую вещь сделал. Убил. Если бы я гору не отжал бы, еще не факт, что мы выиграли бы. Скорее всего, нет. Так что медленный, тяжелый, так еле едет. Прям идеальный фокус для арты. Но при всем при этом есть все равно броня, есть. Что тут даже говорить. Понятно, что мы не в топе, мы в жопе. Ну, не так уж сильно оторвались. Но что в этом танке хорошо? Защита против кумулятивов. Отлично. На самом деле, какая бы она короткая пушка ни была, но она достаточно точная, как это и не смешно, да? Вот, с хорошим пробитием на голде. Вот, да и на основном снаряде можно на нем более-менее играть. Вот, но основные минусы еще раз. Это просто невероятная подвижность. Он просто сумасшедше медленный. Даже турбина не помогает ему абсолютно ничем. Он что медленно едет вперед, что медленно едет назад. На месте еле крутится. Короче, тугой танк, на нем невероятно сложно играть. По пятибалльной системе прям твердая тройка. Вот, а на 3 с плюсом он даже не тянет. Как прям танк, ну тугой, реально тугой. Ребята, у кого есть КВ-1 экранированный, пишите свои комментарии, как вам эта машина. Как по мне, невероятно сложная тачка. Вот. Да он и как в сравнении с обычным КВ-1, они друг друга стоят. Что тот медленный, что это даже медленнее, чем обычный КВ-1. Вот. Пишите свои комментарии, у кого есть тачка в ангаре, какой вы используете оборудование, как вам в целом танк, получается ли вам на нем фармить. Как по мне, кусок дерьма, реально. Вот такой мнение. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукус, а я вам говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.